«Звездная гостиная». Авторская программа Виктора Тартанова на Радио ВОС. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня в программе «Звездная гостиная» гость, который сегодня набирает очень уверенно рейтинги. Постоянно, вот смотрю, дает интервью разным ресурсам, и это очень приятно. Сегодня потребность в таких людях – это человек, я сейчас уже скажу, кто это. Это Александр Шато. Добрый день, Александр. Здравствуйте всем. Очень приятно, что вы пригласили. Если позволишь, практически сразу расскажу о том, почему я согласился, не раздумывая, ехать к вам. И почему же? У меня автор моих многих песен и соавтор моего творчества, он слепой. Это вот я как раз об этом знал. Да. Но я хотел, чтобы ты сказал. Как его зовут, скажи, пожалуйста. Его зовут Александр Ким. Он мой земляк, моя малая родина. Узбекистан, да. И вот он оттуда. Вот знаешь, я хотел сказать, вот как судьбы человека необычные. Вот многие артисты, да, приезжают в Москву из таких вот далеких мест. Хотя ты знаешь, вот там, где ты вырос, где ты учился, насколько я понимаю, у тебя первое такое образование техническое, горное какое-то и так далее. Недалеко от Ташкента вырос. Совершенно верно, да. Вот. Вы подкованы уже. Вы все уже знаете. Ну, я хочу сказать, что вот постсоветское пространство наше, да, так называемое, все равно мы все люди одной формации. Согласен. И как бы ни пытались нас враги, так сказать, поссорить там и так далее, все это ерунда. Мне нравится в твоем творчестве, вот честно тебе скажу, первое – это вот искренность, душевное тепло, которое ты распространяешь. Чувствуется, что ты вот такой позитивный, светлый человек. Вот я таких люблю звезд. Вот, и поэтому давай послушаем первую песню. Вот, ты с нее начинаешь концерты. Объяви ее, пожалуйста, и расскажи, кто автор. Начнем мы с песни, с которой я обычно начинаю свои концерты. Называется она «Хороший вечер». Я ей обычно здороваюсь и желаю всем слушателям хорошего настроения, какого-то позитива. Автор песни я, слова и музыка. Поэтому для вас, Александр Шато, «Хороший вечер». Собрала нас с тобой под счастливой звездой чародейка гитара. Нас наполняет мечтой и зовет за собой перебором хрустальным. Под аккорды разгуляется душа. Хороший вечер зазвучит над головой. Хороший вечер, долго ждали мы с тобой. Пускай вино искрится вновь под звон бокалов, и льются песни до утра наперебой. Ой-ой, хороший вечер зазвучит над головой. И этой встречи ждали мы с тобой. Ласкает душу семиструнная гитара. Ты эту песню до утра со мною пой. Круг, собирайтесь, друзья, разгуляйся, душа, под напевы родные. И нам гитара споет, отправляя в полет переливом игривым. Под аккорды разгуляется душа. Хороший вечер зазвучит над головой. Хороший вечер, долго ждали мы с тобой. Пускай вино искрится вновь под звон бокалов, и льются песни до утра наперебой. Ой-ой, хороший вечер зазвучит над головой.
встречи ждали мы с тобой. Ласкает душу семиструнная гитара. Ты эту песню до утра со мною пой. Хороший вечер зазвучит над головой, и этой встречи ждали мы с тобой. Ласкает душу семиструнная гитара. Ты эту песню до утра со мною пой. «Звездная гостиная». Авторская программа Виктора Тартанова на Радио ВОС. Дорогие друзья, гость нашей программы сегодня «Звездная гостиная» Александр Шато. С ним не только вечер будет хорошим и добрым, но и утро, и все остальное время суток, я уверен. Потому что вот у тебя, еще раз говорю, вот эта искренность, теплота исполнения, душевность, она вот то, что сегодня сам Бог велел. Я сначала подумал, что все-таки какой-то лирический шансон и так далее, да, присутствует. Да, Но конечно. ты уже все-таки как-то еще и ближе к эстраде, вот мне кажется, иногда. Ну, это сейчас называется, кто как называет, это Ну, эстрадный лирический, шансон или лирический, постшансон, да. как его прозвали наши Стас Михайлов, Григорий Лепс и Елена Ваенга. да. Они прозвали это постшансон. Даже такой есть стиль в Википедии, насколько я знаю. Вот ты из музыкальной семьи, значит, мама с незаконченным образованием, Да. оперная певица, а ведь это все-таки значит, что дома звучала хорошая музыка, Дома папа играл на баяне, вот. Ты, значит, учился играть Я фортепиано. на фортепиано, да. ходил в хор и был один среди девчонок. Да, И вот мне это- кажется, вот этот момент, ты понял, наверное, что все-таки вот эта аудитория женская, она очень благодарная. Поэтому вот мне кажется, если женщин цепляет, да, ну, ты назвал там Стас Михайлов, еще кого-то, да, то и мужчин обязательно цепляет, потому что вот это лирическое начало, душевное, да, когда ты поешь о красоте женщины, о любви, вот такие теплые слова, и когда они идут, вот ты пропускаешь через свое сердце, ну, вот чувствуется, что ты это делаешь искренне и проживаешь. Скажи, пожалуйста, как к тебе приходит вдохновение? Абсолютно по-разному. Это какая-то волшебная составляющая, наверное, в творчестве. То есть вдохновение уловить нельзя. Это иногда оно ловится в каких-то трагических моментах, либо в каких-то тревожных, даже в ссорах. То есть, вот, допустим, у меня есть романс, который называется «Давай с тобой поговорим». Я им хотел просто высказать какие-то мысли и попросить не закрываться. Была какая-то ссора, да, с супругой. То есть у всех в семьях всегда бывают взлеты, падения. В общем, это жизнь. Конечно. Вот. Как говорит народ, жизнь прожить, не поле перейти. Совершенно верно. И она была написана буквально минут за 20 именно... То есть прямо взял и написал так. Да, вот что-то вот как-то вот, видимо, где-то захлестнуло, и захотелось выразить это все в словах и в музыке. Очень часто пишу песни в дальних дорогах. Это вот вообще... В путешествиях, Да, да. обожаю вот именно вот такие моменты. То есть дальняя дорога, когда ты наедине сам с собой, когда радио практически уже не ловит, и ты от волны к волне прыгаешь, и потом через какое-то время надоедает искать И очередную сотовой волну. связи нет. Да. И вот в эти моменты мне очень нравится наедине с собой оставаться. Все спят в машине, а я еду, и что-то приходит на ум. Обожаю такие моменты. Здорово. Я вот, знаешь, говорил о том, что вот это вот музыкальное детство и так далее. Когда ты понял, что ты все-таки должен куда-то двигаться дальше, и что это твоя судьба. Вот именно творчество, исполнительство.
в какой момент это пришло? То есть одно дело, понятно, там ходил в школу, многие ходят, но звездами не становятся. А когда ты осознал, что это твоя миссия такая вот? Я не знаю, она какой-то, видимо, в подсознании всегда сидела. То есть как-то, не знаю, я неразрывно всегда был с музыкой. И в общеобразовательной школе это какие-то конкурсы вокальные, и нас там с уроков отпрашивают, и мы там с радостью там что-то репетируем. Это были замечательные времена. Ну, в музыкалке, конечно же, у всех мальчиков всегда это же, ну, не знаю, юношеский максимализм такой. И ты правильно заметил, в хоре были одни девочки, и в какие-то моменты я себя ловил, ну что же я вот не с пацанами, а в девчачьем И потом ты коллективе. решил в оркестр пойти. Да, я попытался пойти в оркестр, мне всучили тубу, я пару раз в нее дунул и сказал, что не, пойду я к девочкам в хор. И продолжил свое вокальное образование именно в хоре. И ведь когда уже в институте учился, и когда уже был инженером, так вот я к чему говорю, извини, что перебиваю, да, извини, что перебиваю, что вот, понимаешь, когда человек вот понимает, что ты судьба, ты говоришь, да, в школе там и так далее, а ты ж пошел, тем не менее, это в технический вуз, понимаешь? Но это было не от того, что я захотел именно пойти в технический вуз. Там было ряд причин. Меня, как ни странно, отговорила моя учительница учиться в училище, потому что на малой родине... Ну, я рассказывал об этом уже в каких-то передачах. Ну, да. Вот, не буду повторяться. Ну, в общем, были такие вот составляющие. И техническое образование... У меня просто было еще тяготение к химии. И поэтому мне вот именно горно-металлургический вуз был, ну, в общем-то, легко было поступить. А музыка, я себя ловлю на такой мысли. Я много себя пробовал, даже уже будучи здесь, живя в Москве после 2001 года. Я пробовал себя и условно в коммерции. То есть у меня был какое-то время там с 2008. То есть искал себя. Да, конечно, как и все там. Ты себя ищешь не только в творчестве, ты себя ищешь там в саморазвитии, да, чтобы как-то там кормить семью и так далее. Вот. Был у меня интернет-магазин, и я себя поймал на такой мысли. Вот пока есть творческая составляющая в каком-то деле, пока это не какая-то рутина именно, ну, не знаю, если это в интернет-магазине, то это закуп и так далее, дебет, кредит. Вот пока была творческая составляющая, мне было интересно. Как только мы закончили наполнение контентом и так далее, все отрегулировали, да, я просто передал бразды правления своему компаньону и сказал, ну, дальше все. Также у меня было в 2021 году, в 2020-2021 я на пандемии приобрел еще одну профессию. Как говорится, наши руки не для скуки. Я мебельщик. Да ты что? Да, мебель ротанговая, та вот эта плетеная, хорошая, дорогая, на летние веранды и так далее. Так вот, я в 2020 году, будучи на пандемии, когда все артисты абсолютно сидели по домам, и было какое-то непонимание того, что а будет ли вообще, в принципе, артистическая деятельность не только у меня, а и вообще в принципе, я подумал, что надо поискать себя еще в чем-то. Задумался и решил, что, любил в детстве что-то делать руками. Решил применить это во взрослом возрасте и попробовать поискать себя в этом. Купил уроки, поучился онлайн, посдавал экзамены, понял алгоритм сам, в принципе, как это делается, и стал мебельщиком. Меня пригласили 2 человека, значит, возглавить производство. Мы благополучно его открыли. Ну и опять же, получается, вот пока была творческая составляющая, пока я сочинял мебель, если это можно так сказать. Там творческий элемент есть, да, конечно. это было интересно, это было... А когда пошел поток, когда пошла все. уже рутина такая, закупить материал, отгрузить и так далее, я сказал, ребят, увольте меня, завхозом не буду. Хотите, буду сочинять мебель. Приезжать как это модно говорить, на аутсорсе, да? Сочинять мебель и уезжать. Вот в таком вот варианте. Дорогие друзья, перебью, Саша, это Александр Шато, человек талантливый буквально во всем. Вот. И расскажи, как получился дуэт с Радой Рай, пожалуйста. Вот это такой вопрос тебе задам. Как он получился? Написали мы его в ноябре 20... Ой, а какого же?
Так, вышла она в 22-м, в ноябре 21-го. Вообще, идейным вдохновителем часто в моем творчестве участвует супруга. И вот мой идейный вдохновитель сказала: я хочу, чтобы у тебя был дуэт с Радой Рай. Я говорю, как говорится, все невозможное возможно. Вот, давай пробовать. Мы, вот не скрою, не лукавлю, мы прям писали под Раду, то есть саму идею песни. Стилистически. Да, вот само направление, саму идеологию песни придумала супруга. Я положил это все на стихи и написал музыку. То есть, когда была уже готова такая пилотная версия, мы, опять же, оказалось, как это называется, есть закон 5 рукопожатий, через что-то типа такое, да. В общем, оказалось, что у меня есть общие знакомые с Радой, и мы просто показали ей эту песню. Вот. Она послушала и сказала: а почему бы и да? Но, как она это объяснила, я занимаюсь сейчас пока что сольным проектом, давай вернемся к этому вопросу весной. Вернулись весной, опять были какие-то терзания, видимо, не было возможности. Да, был такой период просто у всех сложный. Да. Ну и, в общем-то, в принципе, спустя месяцев 8-9 песня родилась. Мы ее записали с ребятами, с которыми она сейчас тесно сотрудничает. Это ее гитаристы, братья Швыдченко, цыгане, музыканты просто такой величины. Они оба поющие, понятно, я не слышал цыган не поющих. Вот. Но один из них, в принципе, только поет, а другой виртуозно играет на гитаре. Они поучаствовали в этом треке, они дали колорит вот тот самый. Вот так вот родилась эта песня. Она называется «Загадай». Это дуэт с Радой Рай. Я этой песней всем вам, дорогие наши радиослушатели, желаю, чтобы все загаданное вами обязательно сбывалось. «Загадай» для вас. Возьми мою ладонь и подари надежду. Представь тепло костра и шум ручья. И все забудь на миг, что было с нами прежде. За горизонт пусть унесут ветра. Все не случайно, есть случайно, это правда. Так нарисовано на линии руки и звезд. Поверь, не надо в жизни мне другой награды. Хочу я знать, что ты не просто гость. Загадай у неба светлый путь, наиграй мотив знакомой песни. Милый край найдем мы где-нибудь, если мы с тобою будем вместе. Загадай у неба светлый путь, наиграй мотив знакомой песни. Только знай, с пути нам не свернуть, если мы с тобою будем вместе. Нечаянно пройти могли однажды мимо, не разгадав послания судьбы. Лишь ощутив во времени неуловимо присутствие простой родной души. Все не случайно, есть случайно, это правда. Так нарисовано на линии руки и звезд. Поверь, не надо в жизни мне другой награды. Хочу я знать, что все у нас всерьез. Загадай у неба светлый путь, наиграй мотив знакомой песни. Милый край найдем мы где-нибудь, если мы с тобою будем вместе. Загадай у неба светлый путь, наиграй мотив знакомой песни.
гостиная». Авторская программа Виктора Тартанова на Радио ВОС. Дорогие радиослушатели, вот прямо разговариваешь с человеком, и чувствуется, жизнь кипит, бурлит в нем. И вот я не знаю, часто, знаешь, когда человека слушаешь по радио, там, в интернете, ну, сейчас уже больше в интернете, наверное, слушаешь, да, и думаешь, вот какой он, этот человек. И я тебя представляю немножко другим. Кажется, такой, знаешь, такой, что ли, суровый немножко. Вот. Нет, я не суровый, я Нет, открытый. лирический, а бывает потом по-другому. А так, на самом деле, вот ты прям приоткрываешь нам частичку своей души, своего сердца, потому что поешь сердцем, и «Сарадай рай», вот это замечательно, просто песня получилась. Большое тебе прям вот спасибо от всех нас, от слушателей. Спасибо. Вот. И скажи, пожалуйста, вот сколько уже написано песен тобой, сколько альбомов есть уже доступные, и как тебя искать на всех цифровых площадках? Где ты есть? В социальных сетях, на Ютубе? Ты знаешь, на самом деле, не знаю, не писал никогда альбомами. Ну, я считаю это анахронизмом. сейчас уже ушло, да. Да, я считаю это анахронизмом. То есть есть вот синглы, да, какие-то, которые с определенной периодичностью издаются. Сейчас порядка, наверное, с 2021 я дистрибьютируюсь на United Music Group. Это такой замечательный Я лейбл. знаю этого человека. Конечно. Да, через них уже выпущено более 15 песен, ну, официально, скажем так. И еще несколько песен надо просто, скажем так, через их площадку перезалить, вот если это можно так сказать. В общем, дистрибьюция официальная, найти меня просто. Слава богу, есть какая-то определенная уникальность вот в моем творческом псевдониме. Да, Безусловно, Шато — это да. творческий псевдоним, это не фамилия. И найти меня очень легко в любой сети. Одноклассниках, в Телеграме, в ВКонтакте, в ТикТоке. Я везде Александр Шато, как вино. И, дорогие друзья, будет у вас хорошее настроение, вы найдете. Скажи, пожалуйста, вот столько ты рассказал уже о себе, вот занятий там и так далее. А как любишь отдыхать, вот интересно, вот когда вот бывает такое настроение, вот, или ты вообще трудоголик, как бы вот бывает такое, что хочется как-то вот уединиться куда-то на природу, или как вот ты любишь перезагружаться, скажем так? Мы же не всегда пребываем в таком, знаешь, стабильно хорошем настроении. А бывает, вот идешь, как-то вот подустал, думаешь, надо отдохнуть, перезагрузиться. Как ты это делаешь? Наверное, у меня нет и не было такого отдыха. Я не ищу себе такой отдых. Я такой человек... Трудоголик. Ну, можно сказать так. Смена занятий, мне кажется, для тебя. Да, да. У меня, в принципе, ну, у меня большая семья, и что я люблю? Так, Я вот люблю если готовить. подожди, Да. поподробнее. Какая большая семья? Ну, у меня 3 деток. Замечательно. Вот, старший 14, средний 10 и нашему сыночку 5. Счастливый отец. Да, и что я люблю? Я люблю готовить. Это пришло мне от папы, это пришло мне из Узбекистана. Ну, там То есть, традиция мужчин. Конечно, конечно. Плов умеешь Плов, готовить? мои дети обожают мой плов, они говорят, что папин плов — это самый лучший плов в мире, и не бывает плова лучше. И я, условно, с каждой поездки какой-то, а мы такие заядлые автопутешественники были до пандемии, я с каждой поездки практически привозил какой-нибудь мангальный причиндал. Вот. То есть у меня много всяких разных... Фишек всяких. Да, специальных сковородок, специальных грилей, специальных каких-то для паэльи, там, вок и так далее. И мне нравится это все. То есть эксперименты с кухней. Если я что-то не знаю, я подсмотрю. Сейчас, как говорится, YouTube тебе в помощь. Вот. И тут главное желание. И талант все равно. Ты понимаешь, вот дай разным людям одни и те же ингредиенты, Это у да. одного получится, у другого нет. И вот даже повара профессиональные, если будут готовить, у одного вкусно, у другого нет. А бывает, человек дома приготовит, и думаешь, елки-палки, это вкуснее, чем в ресторане. Совершенно верно. Поэтому вот... Ну, мои не жалуются и всегда просят, чтобы я что-то приготовил. Ты знаешь, я вот, несмотря на то, что я слепой, я тоже иногда, ну, правда, это не часто бывает, ну, вот раньше готовил больше, а сейчас иногда там то вот какой-то рагу там приготовлю, что-то еще. Мне как ты это делаешь? Ну, как-то вообще вот без напряжения. У меня, кстати, тоже 4 детей.
Ой, круто как. Да, вот. Многодетные собрались в студии. Да, поэтому мне знакомо все это. И когда, ты знаешь, когда все собираются, вот семья за столом, когда вот это вот кто-то что-то приготовил на воздухе, по-моему, это самый лучший отдых. Совершенно верно. Давай послушаем следующую песню в твоем исполнении. «Моя хорошая» — песня, написанная Сашей Кимом. Мгм. Это вообще, скажем так, у меня был как-то с ним диалог с Сашей, и он сказал, что понятное дело, что у каждого автора, пишущего человека, который сочиняет музыку, есть, скажем так, определенные песни, скажем так, конъюнктурные, да, ну, коммерческий такой вариант, а есть песни от души и для души. Так вот, я практически забираю у Саши те песни, которые он проживает и переживает не как коммерческий продукт. Мне очень важно, чтобы в песне была наполненность, чтобы песня несла смысл, был посыл. Не в обиду некоторым исполнителям и авторам, но песни, в которых там, допустим, одни местоимения и избитые фразы. Не, ну это не о тебе, безусловно. Ты знаешь, я вот послушал на некоторых площадках несколько, ну, не скажу, что много, ну, где-то песен 7. Меня, например, очень сразу подкупил вот это вот элемент, как тебе сказать, ощущение живого исполнения, вот это аранжировки такие душевные, понимаешь? Это то, чего сегодня нам не хватает. Ну, эта пластмассовая музыка, если честно, она уже надоела, понимаешь? Согласен. И поэтому вот у тебя вот, я уже многим говорю, многие сегодня к этому переходят, и ты вот один из тех, кто вот сегодня вот прям в точку. Тебя хочется слушать, и будет концерт, я хотел бы присутствовать, если можно. С удовольствием приглашу, конечно, да. Искал свою звезду, шел на ощупь в пустоте. Уходил я на войну, доверяя лишь тебе. Закрывал свою мечту от ожогов прошлого. Лишь бы ты была со мной, моя хорошая. Закрывал свою мечту от ожога прошлого. Лишь бы ты была со мной, моя хорошая. Ангел где-то на плече правду тихо говорит. Черти ждали в темноте, чтоб я душу загубил. Удержать бы мне в руках свое счастье сложное, чтобы ты была со мной, моя хорошая. Удержать бы мне в руках свое счастье сложное, чтобы ты была со мной, моя хорошая. Не стучи в мой дом, беда, обернувшись вороном, отпускаю я тебя, да на 4 стороны. Отболело и прошло, словно в воду брошено. Только будь со мною ты, моя хорошая. Отболело и прошло, словно в воду брошено. Только будь со мною ты, моя хорошая. Я от всех укрыл тебя, запер дверь на 100 замков. Думал, песню соловья сможет заменить любовь, но не думал, не гадал, что все маски сброшены. Не моя ты, не моя,
хорошая. Ай-яй-яй-яй, но не думал, не гадал, что все маски сброшены. Не моя, ты не моя, теперь хорошая. Не моя, ты не моя, теперь хорошая. Ты чужая, не моя. «Звездная гостиная». Авторская программа Виктора Тартанова на Радио ВОС. Я хотел еще такой вопрос задать. Вот любую песню можно и по-разному спеть, во-первых, да? Согласен, конечно. И по-разному, и любую песню может испортить аранжировщик. Вот. Может испортить, а может сделать шлягером. А может просто сделать вот такой вот душевный. Ты знаешь, вот есть песни, вот у тебя даже есть песни, вот только что, допустим, мы послушали там, да, к ним хочется возвращаться. Вот как ты думаешь, в чем самое главное вот составляющая песни? Это как вот, на твой взгляд, что притягивает слушателей вот к песне? Ну, просто интересно твое мнение как профессионала. К сожалению, написание вот таких вот хитов, которые ротируются на радио или на телевидении из каждого, как говорится, утюга, никому не известно, как это все делается, как это получается. Но, как говорится, у меня даже статус в одной из соцсетей, я зажигаю свои звезды. Моя мораль такая при написании песни. Она должна быть наполненная, она должна быть осмысленная. И ты правильно сказал, музыка должна помогать донести тот смысл, который я вкладываю в эту песню. Если я, допустим, вот в песне «Моя хорошая» хотел рассказать какую-то историю душевную, жизненную, нашу настоящую русскую, то куда там без баяна? Конечно же, основополагающим инструментом в этой аранжировке стал баян. Это знаешь, как оживляет, ты понимаешь? Вот еще раз хочу тебе сказать, вот каждый день сегодня, да, сегодня, к сожалению, вот ты говоришь треки, тоже слово, и я говорю, но на самом деле это песни все-таки, я вот считаю, по старинке, мы с тобой родом из СССР, Да. а сегодня вот эти треки, какие-то вот набор каких-то, как ты говоришь, Набор звуков каких-то Да, шумов, звуков, местоимений, тысячами хайповых загружают, да, тысячами загружаются. И ты знаешь, меня поражают вот эти мальчики и девочки, которые какими-то искаженными голосами, да, поют какую-то, я не знаю, ересь, да, вот какую-то дичь, Да. просто дичь, я бы сказал, поют. Да, все правильно. Вот, и все одно на другое похоже. И мне кажется, вот это вот все, оно как-то вот крутится, варится. И потом мы все-таки приходим к этому. Вот твой слушатель, он какой? На концертах бывают молодые люди. Мне кажется, потому что твоя музыка, она вот вне времени, как бы. Вот она могла быть записана и 10 лет назад. Ее можно будет так же смело послушать через 10 лет потом. Правильно подметил, наверное, моя музыка все-таки не хайповая, то есть это не те самые варианты, когда там много света, много шума, там дым и так далее. Мой слушатель, он осознанный, мой слушатель, он вслушивается в слова, находит какой-то свой подтекст, и, ну, можно трактовать по-разному. Не знаю, в качестве примера там, вот даже предыдущая песня «Моя хорошая», это можно трактовать для более старшего поколения как отсыл к тем грустным временам Великой Отечественной войны. Можно трактовать как какой-то другой истории. Можно просто как любовную историю трактовать. То есть каждый человек находит в этих песнях, в моих песнях, свой скрытый смысл. Какой-то свой ассоциативный ряд. Обязательно. Вообще, на самом деле, правильность написания песен не моя мысль, я подслушанная, но я держу ее в голове и стараюсь делать именно так. Песня должна вызывать ассоциативный ряд. У тебя должна с прослушиванием песни
нарисоваться картинка. У каждого будет своя. Каждый посмотрит свой маленький фильм. Но картинка должна появиться. Если она появилась, то песня имеет право быть. Если же это вот просто набор звуков, и когда у тебя ничего не приходит, никакой ассоциации, никакой фильм ты при этом не смотришь, свой фильм, то вот это вот те самые проходящие песни. Дорогие друзья, Александр Шато, прекрасный душевный исполнитель, которого всем рекомендую ВКонтакте, на Ютубе, в Одноклассниках, во всех социальных сетях. Давайте будем подписываться, следить за его творчеством. А сейчас я предлагаю послушать еще одну песню. Объяви, пожалуйста. Давайте послушаем песню, тоже написанную Сашей Кимом. Называется она «Бессонница». Ночь зажжет сигарету, черный кофе нон-стопом, а в окно теплый ветер дует потоком. Мысли ходят по кругу, мне бы в угол загнать их, но бессонница снова входит не кстати. Тишина слишком громко, по вискам не стучала, и вибрации тока тянут к началу. Вспоминать все, что было, чувства перебирая, чтобы память нашла ту капельку рая. А я буду звать тебя, бессонницу проклиная, а я буду ждать тебя. Зачем мы дошли до края? Смотрю фотографии, опять телефон листая. Мы были так счастливы в той маленькой капле рая. А я буду звать тебя, бессонницу проклиная, а я буду ждать тебя. Зачем мы дошли до края? Смотрю фотографии, опять телефон листая. Мы были так счастливы в той маленькой капле рая. Я вдохну этот воздух глубоко и надолго, чтобы душу наполнить чувством свободы. Как мы вместе парили, мира не замечая, как друг друга любили в капельке рая. А я буду звать тебя, бессонницу проклиная, а я буду ждать тебя. Зачем мы дошли до края? Смотрю фотографии, опять телефон листая. Мы были так счастливы в той маленькой капле рая. А я буду звать тебя, бессонницу проклиная, а я буду ждать тебя. Зачем мы дошли до края? Смотрю фотографии, опять телефон листая. Мы были так счастливы в той маленькой капле рая. Зачем мы дошли до края? Смотрю фотографии, опять телефон листая. Мы были так счастливы в той маленькой капле рая. «Звездная гостиная». Авторская программа Виктора Тартанова на Радио ВОС.
Дорогие радиослушатели, сегодня в студии «Звездной гостиной» Александр Шато, который рассказал очень уже много интересного и о себе, и о своей семье. Ты знаешь, такие примеры, когда у певца, автора, исполнителя, не только такая настоящая семья, дом полная чаша, как ты об этом рассказываешь, как ты любишь готовить. Вот это все вызывает большое уважение, потому что сегодня, мне кажется, у нас не хватает примеров, когда у артистов действительно, знаешь, порядочность, честность, институт семьи и так далее. Вот эти основы морали, нравственности, которые ты несешь в своем творчестве, они по-доброму как-то притягивают твои песни вот этим. Спасибо. Поэтому хочется, чтобы так же дальше продолжалось. Скажи, Обязательно, только о так. чем ты мечтаешь сегодня? Но если касательно творчества, то я уже не единожды озвучивал. Мне бы хотелось серьезной популяризации своего творчества для того, чтобы большим людям рассказать, как ты правильно сказал, правильную мораль. Институт семьи, возможно, какие-то правильные вещи, и чтобы люди, не знаю, получали, наверное... И мы уже помимо музыки, раз я человек медийный, я же еще много всяких разных... Ты ответственность несешь. Да, еще много всяких разных вещей делать. И, наверное, делаю, вернее. И, знаешь, если люди узнают творчество, значит, узнают меня, соответственно, возможно, кто-то разделит со мной какие-то мои взгляды, да, мои убеждения и мои старания. То есть мы, допустим, занимаемся зооволонтерством с супругой, помогаем, лечим и так далее, выхаживаем, пристраиваем. Это неотъемлемая часть моей жизни. Да, тяжело, да, в какие-то моменты я, скрипя зубами, это делаю, но я для себя решил, что это мой крест. Супруга принесла эту веру в дом, а я ее принял. А как супругу зовут-то? Супругу зовут Наташа. Наташа Шато. Да. Я хочу сказать, что многое зависит от того, какая женщина рядом, понимаешь? Да. Чувствуется, что ты человек счастливый во всех смыслах. И мне кажется, твой звездный час обязательно придет, когда мы услышим, что, может быть, какую-то получишь премию. Обязательно это будет. Надо идти. Просто конечно. Дорогу осилит идущий. Надо идти. Правильно. Мы дойдем и будем получать и премии, и нести свою мораль. Ведь много людей, на которых есть желание равняться. Те люди, которые организуют благотворительные фонды. Как бы с помощью своего таланта, скажем так, Константин Хабенский, и с помощью своего таланта человек делает добрые дела, несет их в массы, и иногда вопреки, иногда через тернии. Но это и есть, наверное, главный смысл жизни. Зажигать свои звезды, нести мораль и делать этот мир лучше, делать этот мир чище. Под всеми твоими своими поступками. Под всеми твоими словами подписываюсь и восхищаюсь, честно. Дорогие радиослушатели, когда так говорят, то это говорит о внутреннем духовном состоянии определенном, которое передается и в творчестве. Потому что, понимаешь, казалось бы, одно дело живое выступление, другое дело, когда запись. Когда ты пропускаешь через сердце, испытываешь определенные эмоции, то так же, как вживую, оно звучит и из других источников. Согласен. Потому много примеров. Давай еще одну песню послушаем. Давайте. Песня называется «Я хочу во вчера». Так, это что-то ностальгическое, да? Да, что бы я хотел этой песне рассказать? Я хотел, наверное, поностальгировать, и у меня, я думаю, получилось. Мы сделали ее в стилистике Юры Шатунова. И, конечно же, как и ты, наверное, я скучаю по тем временам, когда и деревья были выше, и волос на голове больше. В общем-то, конечно же, те времена
уже не вернуть. Они хорошие, они замечательные. И каждый по-своему услышит тот посыл, что мы каждый скучаем, кто-то по детству, кто-то по ушедшим людям, кого уже рядом Ты вот нет. сейчас сказал про Юру Шатунова. Ты знаешь, я не могу сказать, что был стопроцентным поклонником. Я слушал там рок-музыку там и так далее. А вот потом уже с возрастом я начал понимать, что это народно любимый такой человек, который действительно, как сказать, сделал невозможное, наверное. Он просто и душевно вот так вот тоже доносил все это. И, конечно, большая потеря. Да. Вот. И вот действительно хочется вернуться туда, где наши, те, кто нам дорог, все живы. Вот яркие-то солнечные дни. Вот. Давай послушаем эту песню. Давайте. Самолет, взлетая, зачеркнул белым мелом жизни пастораль, где мне на прощание подмигнул и ушел задумчиво за грань. Я хочу с тобой в ушедший день, в то вчера, где были вместе мы, где весна стелила нам постель из рассветной сладкой полутьмы. Я хочу во вчера, там, где теплые руки обнимают меня, нежно трогая прядь, где любовь не игра, где нет места разлуке, там, где могут понять, не боясь потерять. День и ночь все тот же алфавит, только нужно заново учить. Разве улетают от любви, чтоб за новым прошлое забыть? Я хочу с тобой в ушедший день, в то вчера, где были вместе мы, где весна стелила нам постель из рассветной сладкой полутьмы. Я хочу во вчера, там, где теплые руки обнимают меня, нежно трогая прядь, где любовь не игра, где нет места разлуке, там, где могут понять, не боясь потерять. Там, где теплые руки обнимают меня, нежно трогая прядь, где любовь не игра, где нет места разлуке, там, где могут понять, не боясь потерять. «Звездная гостиная». Авторская программа Виктора Тартанова на Радио ВОС. Дорогие радиослушатели, вот так быстро проходят встречи с интересными и добрыми людьми, что вот только начал говорить, только думаешь еще о Ничего не чем-то успел спросить, рассказать. ничего не успел рассказать, зато послушали песни и, в принципе, пробежались так по твоей судьбе, личность приоткрылась для нас. А вообще, чтобы рассказать о тебе, все-таки одной программы не хватит.
Ну да, надо приехать к вам еще раз, и, наверное, еще Да, раз, да, и еще раз. с другими песнями. Совершенно верно. Скажи, пожалуйста, вот сегодня многие, ты немножко уже рассказал о том, что чем занимался там пандемией и так далее. Мгм. Многие, ты знаешь, уже думали, что пришел конец света. И те события, которые происходят, там вот экономический кризис, я всем говорю, вы знаете, друзья, это сначала в чьей-то голове рождается, а потом как вирус и как зараза распространяется повсюду, и мы начинаем в это верить, этим болеть. А на самом деле же в истории все повторялось. Уже Конечно, все это конечно, было. все циклично. Ничего нового нет. Вот скажи мне, как дать сегодня нашим людям, которые от этих всех хайпов, от этих каких-то, знаешь, депрессниковых вот всех этих событий, да, постоянно каких-то, как нам успокоиться и продолжать жить нормально? Твой совет. Глубинный такой вопрос, и, честно говоря, как успокоиться? Нет, понятно, что внутри постоянно есть какие-то внутреннее противостояние какое-то, ты с чем-то не согласен. Надо, наверное, просто не останавливаться, и надо что-то делать. То есть не сидеть просто и, скажем так, плакать о тяжелых днях. Каждый может что-то полезное сделать для данного дня, для данной ситуации, для данного места, где он живет. Надо просто жить. И жить по-настоящему, по-честному, а не, знаете, как диванные критики. Нужно что-то делать. Нужно сочинять музыку. Нужно, не знаю, помогать людям, помогать животным. Нужно в конце концов, не знаю, планету чище делать, не знаю, Да, вот то, что мусор сдавать и так далее. Что-то такое И вот надо- обычное, житейское, обычное, земное. Никакого велосипеда не надо придумывать, надо просто что-то делать. И делать полезное для себя в первую очередь. То есть нужна надо какая-то начинать жизненная с политика. себя начинать мир Конечно, менять. конечно. Начни с себя, и мир станет вокруг лучше. Я желаю тебе много счастья Спасибо. семейного, много творческих успехов. Оставайся таким же, какой ты сегодня. Дорогие радиослушатели, я прошу прощения за свой голос сегодня. Я хрип с утра. Но тем не менее, я рад, Мы с тобой что- на контрасте сегодня, все Да, нормально. Да, у нас просто сегодня такой замечательный гость. И я хочу, чтобы ты остался всегда таким, какой ты сейчас. Неси дальше свой крест с радостью. Спасибо. И животным, и людям помогай. И это бесследно не пройдет. Все добро навсегда возвращается. Спасибо за то, что пришел. Спасибо и вам за Вот. приглашение. И надеюсь, что до новых встреч. Конечно, обязательно. Я счастлив. к вам приеду. Мне понравилось, у вас душевно, у вас замечательно. Есть чем поделиться, и я думаю, что мы еще встретимся. Спасибо. До свидания. До Спасибо. новых встреч. До новых встреч. «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.